Приветствую вас, дорогие игроки! В этом видео мы с вами обсудим новый ивент, обновленный ивент Святыня Нечисти. Итак, давайте приступим к делу. Этот ивент уже идет несколько дней и доступен для нас в портале измерения. Выглядит вот таким вот образом: целое мини-государство со своими обитателями, за победу над которыми мы получаем награды. Поначалу кажется, что они не очень велики, но чем дальше мы проходим, тем выше наши призы. Если мы нажмем на вопрос в правом верхнем углу экрана, то увидим правила этого ивента. Кстати, в этот раз там даже есть небольшая предыстория нашего события. Кому интересно, почитайте. Давайте начнем с самых важных моментов этого ивента. На мой взгляд, это тонус. Он необходим нам для того, чтобы выполнять задания. Важно, что в этот раз тонус здесь восстанавливается сам, а это значит, что в течение дня нужно обязательно найти свободную минутку для того, чтобы его потратить. Кроме того, тонус мы можем получать за победу в домах монстров, ну и, естественно, купив пакет. Вообще этот ивент в корне отличается от большинства ивентов в нашей игре. Отличается самими заданиями, то есть здесь для получения наград нам нужно выполнить какие-то боевые задачи. Мне лично это очень понравилось. Давайте рассмотрим несколько таких задач на практике. Кстати, если во время прохождения этого ивента у вас возникнут вопросы, конкретно по задачам, которые нужно выполнить, смело задавайте их в комментариях, я обязательно всем отвечу. Давайте рассмотрим карточку зоны 11. Здесь нужно использовать 6-звездочного архангела. Необходимо развернуть 5 солдат ближнего боя. Здесь мы обращаем внимание в момент формирования нашего состава на тип урона. Физический ближний бой. Значит, этот юнит нам подходит. И получить 60 очков души. Для выполнения этой задачи отлично подойдут стрекозы. Давайте рассмотрим еще несколько заданий. Вот, например, здесь. У войск Б-класса скорость атаки выше, чем у войск нежити Б-класса. Для выполнения такого задания хорошо подходят элитные юниты, например, ведьмы. Особое внимание хочу уделить вот этой карточке зона 6. Мне было очень интересно посмотреть на нового героя Картуса и на нового зверя Золотого Дракона. Я, кстати, после этого решила, что я все-таки буду приобретать этого питомца. Ну, он действительно классный. Ну, давайте теперь посмотрим по поводу заданий. В принципе, здесь все ясно и понятно. Единственное, второе задание: контролируйте солдата нежити 2 раза. Может вызывать вопросы. Для того, чтобы справиться с этим заданием, можно использовать синих птиц или медуз. С медузами, кстати, дело пойдет быстрее. Они стреляют сразу 3 раза. И в ходе каждого выстрела могут контролировать вражеского юнита, то есть превратить его в камень. А это значит, что задача будет выполнена. А вы, наверное, с первого дня заметили, в этом ивенте стали ниже награды, чем раньше. Я, кстати, тоже это увидела и немножко расстроилась. А сегодня немножко обрадовалась, когда ввели вот этот магазин. Обрадовалась немного, потому что магазин это классно, здесь в принципе хорошие товары, даже те, которые самые дешевые, они тоже неплохие, но на сегодняшний момент мы можем получать значки только в Святыне Нечисти, и неясно, какое же количество нам в итоге будет доступно. Поэтому я не буду тратить эти значки сначала, буду активно участвовать в этом событии и под его конец уже распределю свои значки так, как посчитаю нужным. Не буду сейчас рассуждать по поводу того, какая из этих веток лучше и выгоднее, потому что у каждого своя прокачка, у каждого своя тактика по развитию своего аккаунта. Соответственно, каждый сам для себя будет принимать такое решение, что же выбрать. Главное, обратите внимание, что, допустим, камень очистки сердца я не смогу взять просто взять его сейчас. Для того, чтобы мне его получить, мне нужно будет сначала взять розу, потом ускорение тренировки, потом метеорит, и только после этого мне будет доступен камень очистки. Это важно, это нужно учесть. Награды мы здесь забираем только по линиям. В этом магазине, в принципе, как и в других магазинах в нашей игре, помимо реквизита, который просто необходим для прокачки героев и юнитов, есть и смайлики. Судя по тому, сколько они стоят и где находятся, я думаю, по крайней мере хочу так думать, что мы все дойдем до этого места прям наверняка. А вот чуть дальше появляются шильдики. Спорно на самом момент, насколько они нужны, потому что каждый шильдик дает по себе очень небольшой процент чего-то, прироста к какому-то атрибуту. Но если мы соберем их 5, 10, 20, если мы их соберем все, то в совокупности прирост будет значительный. Важно же, что они работают сразу все одновременно. Я помню, кстати, как раньше переставляла эти шильдики, потому что думала, что работает только тот, который включен на замке в данный момент.
Очень здорово, что это оказалось неправдой. И сейчас я стараюсь собирать их по мере возможности, потому что все-таки в перспективе это даст хороший плюс моему аккаунту. В общем и целом у меня очень положительное впечатление про этот ивент. В первую очередь потому, что здесь абсолютно другие задания. Наконец-то не нужно ничего покупать для того, чтобы выполнить задачу. Не нужно что-то тратить из рюкзака. Нужно просто сражаться, но соблюдая определенные критерии. Вот просто поэтому я очень этот ивент люблю. Обязательно буду в нем участвовать. А если еще получится так, что в ходе этого события я соберу значительное количество значков, это будет очень круто и здорово. Обязательно попаду в число тех 999 игроков, которые получат эти награды, которые вы видите на своих экранах. Желаю вам занять хорошие рейтинговые места в этом событии. На этом у меня все. Напоминаю, если канал вам интересен, а видео было полезным, поставьте лайк, я буду благодарна. А для того, чтобы не пропускать другие выпуски нашего канала, подписывайтесь и обязательно нажимайте колокольчик. Успешной вам игры!